Австралия нередко становится объектом самых невероятных теорий заговора. В сети годами циркулируют рассказы о гигантских заборах, за которыми якобы скрываются проходы к центру Земли, тайные тоннели в Антарктиду, убежища нацистов, исполинские существа размером с многоэтажные дома или даже край плоской планеты, и фантазия авторов подобных версий, кажется, не знает границ. Однако реальность куда прозаичнее и одновременно показательнее. Чтобы осознать масштаб явления, достаточно знать, что лишь на содержание двух самых длинных ограждений страны, протяженностью более 3500 и 5000 километров, государство ежегодно тратит около $7 миллионов, а штраф для местного жителя за незакрытую калитку может доходить до 2500. История этих заборов начинается без всякой мистики. Их построили для защиты земель от кроликов, которые в конце XIX века буквально заполонили Австралию, особенно Западную Австралию, и именно там появились первые ограждения. Кроликов завезли британские колонисты в 1859 году, всего около 20 особей. Но эти животные полностью подтвердили свою репутацию рекордсменов по размножению, и уже через полвека их численность, по самым смелым оценкам, достигла 600 миллионов, а ареал распространился на весь континент. Основной удар пришелся по растительности, служившей кормовой базой для местных видов, что привело к исчезновению множества эндемиков. Кроме того, кролики уничтожали молодые побеги деревьев, из-за чего целые лесные массивы просто исчезали. И если сегодня посмотреть на спутниковые снимки Австралии, огромные пустынные пространства являются в том числе следствием деятельности миллионов этих пушистых захватчиков. Это был не первый и не последний случай, когда люди не учли последствий завоза чужеродных видов в хрупкую экосистему. Но проблему требовалось решать, и решением стал забор, пересекший почти весь континент, прошедший через пустыни, равнины и холмы и ставший одним из крупнейших искусственных сооружений такого рода в мире. Изначально высота ограждения составляла всего 91 сантиметр, но кролики быстро доказали, что этого недостаточно, поэтому забор пришлось наращивать, добавляя сверху колючую проволоку. При строительстве возникали конфликты с аборигенами, так как ограждения проходили через их традиционные земли, и довольно быстро стало ясно, что одного лишь возведения недостаточно. Забор требовал постоянного контроля, ремонта повреждений и отстрела животных-вредителей, способных преодолевать преграду, ведь кролики отлично роют норы и делают подкопы. Со временем выяснилось, что забор эффективно сдерживает не только кроликов, но и кенгуру, эму и диких собак динго, что стало хорошей новостью для фермеров, разводивших овец, поскольку динго, нападая на стада, нередко убивали гораздо больше животных, чем могли съесть, и одна небольшая стая за ночь была способна загрызть десяток овец. Борьба с дикими собаками началась еще в первые годы колонизации, когда на континент завезли овец, но сложность заключалась в ночном образе жизни динго, которые днем прятались, а охотились исключительно ночью, поэтому против них применяли капканы, сети, отстрел и яды. В конце XIX века фермеры Нового Южного Уэльса ежегодно использовали несколько тонн стрихнина, а за каждое убитое животное выплачивалась премия в 2 шиллинга, и сегодня за уничтожение динго внутри изгороди платят до $100. Однако все эти меры долгое время не давали нужного результата, и численность динго выросла в 100 раз, поставив под угрозу все поголовье скота. В итоге фермеры усилили заборы колючей проволокой, а к 1958 году объединили разрозненные участки в единую систему, которую изначально патрулировали смотрители верхом на верблюдах, очищавшие полосу вдоль ограждений, вырубавшие кустарники и деревья по обе стороны, проверявшие ловушки и следившие за тем, чтобы калитки, расположенные каждые 32 километра, оставались закрытыми.
Со временем верблюды сами превратились в проблему. С появлением автомобилей патрульных животных отпустили, что привело к их массовому размножению и превращению в еще одну угрозу экосистеме. Сегодня патрули используют внедорожники, квадроциклы и современные технологии, включая виртуальные заборы, защищающие животных от столкновений с автомобилями. В Тасмании ученые разработали систему виртуального дорожного ограждения из сигнальных блоков, размещенных на высоте 2,5 метров и подающих световые и звуковые сигналы. И за 3 года испытаний количество наездов на животных сократилось на 50%, что позволило спасти около 200 вомбатов, опоссумов и других представителей фауны. При этом такие системы оказались эффективнее и дешевле привычных дорожных знаков и переходов. Со временем у австралийцев словно выработалась привычка все огораживать. И помимо заборов от крупных животных появились ограждения вокруг водоемов для защиты от тростниковых жаб, которые в Европе находятся под угрозой исчезновения. Но в Австралию были завезены искусственно и стремительно размножились, захватив Квинсленд и начав продвижение на северо-запад. Чтобы защитить национальный парк на полуострове Кобург, ученые предложили построить 9-километровый забор, и поскольку жабы не умеют прыгать, но роют глубокие норы, бетонную стену высотой чуть более полуметра пришлось почти наполовину заглубить в землю. Отгородились австралийцы и от диких кошек. Вокруг заповедника Нью-Хевен возвели стену длиной 44 километра и высотой 3 метра, ведь кошек завезли люди, часть из них одичала и расплодилась до численности около 20 миллионов особей, которые, по оценкам, ежедневно убивают более 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих, и за все время стали причиной вымирания 27 видов. К 2018 году забор был завершен, и ситуация стабилизировалась. Однако у всех этих ограждений есть и темная сторона. Многие животные лишились возможности свободно перемещаться по континенту в поисках пищи или, спасаясь от катастроф. Вдоль заборов находят кости динго, кенгуру и других животных, застрявших в сетке. И, по сути, ограждения вмешались в естественный отбор, так как с одной стороны безраздельно хозяйничают хищники, а с другой, под защитой человека, активно размножаются травоядные. Более того, заборы повлияли даже на эволюцию кенгуру, и ученые заметили, что у популяций, находящихся под защитой ограждений, рост замедляется, поскольку исчез стимул быстро вырастать крупными и сильными для спасения от динго, а к юго-востоку от забора хищников почти не осталось, кроме лисиц, и в далеком будущем такие кенгуру могут стать значительно мельче. Если же убрать заборы резко, хищники уничтожат неподготовленных животных, десятилетиями живших в безопасности. Кроме того, ограждения повлияли даже на ландшафт, и по разные стороны заборов различаются форма и высота песчаных дюн, поскольку отсутствие динго привело к росту численности лисиц и диких кошек, которые сократили популяции мелких животных, что позволило кустарникам разрастись, укрепить дюны и изменить их форму. Австралийский забор стал частью культуры, сыграв ключевую роль в фильме «Клетка для кроликов», где 3 девочки-аборигенки идут вдоль него, спасаясь из приюта. А помимо заборов, Австралия известна и другими конфликтами с животным миром, включая знаменитую «Войну с Эму» 1932 года, когда армия оказалась бессильна перед тысячами птиц, разорявших фермерские поля, и эта история закончилась насмешками прессы, провалом операции и победой Эму. Заборы и птицы — лишь часть австралийской реальности, ведь континент опасен даже своей флорой. Тысячи растений здесь ядовиты, от стрихниновых деревьев до гимпи-гимпи, чьи микроскопические иголки способны причинять боль месяцами, а в воде угроз не меньше.
Поскольку морские вши, ядовитые кубомедузы и легендарные ируканджи сделали купание у побережья смертельно рискованным, и яд кубомедузы настолько силен, что может убить человека почти мгновенно, поэтому на пляжах Квинсленда устанавливают предупреждающие знаки, а спасатели используют защитные нейлоновые костюмы. Все это делает Австралию местом, где человек постоянно вынужден защищаться от природы, и заборы здесь являются не символом тайн, а попыткой выжить в мире, который не прощает ошибок. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.